Сегодня из заезженной технологии под названием река из эпоксидки мы сделаем что-то новое и свежее. Технические сложности, ведра эпоксидки, и в итоге у нас получится дверь из цельного спила. И если уж река из эпоксидки, то только такая. Приятного просмотра. Итак, нам предстоит сделать дверь из цельного спила. Теперь такие спилы называют слэбами. Столов из слэбов и эпоксидки на ютубе сделано огромное количество. Но тут немного другая история. На первый взгляд никакого принципиального отличия двери от стола нет. По сути, тот же слэб, залитый смолой, только стоит вертикально и выполняет функцию двери. Но есть один момент. Вес такой заготовки огромный, и стол, в отличие от двери, лежит на подстолье, прикрученный по всему периметру к жесткой металлической раме. Это важно. Как бы хорошо и правильно не был высушен большой спил, он все равно будет немного деформироваться в процессе эксплуатации, так как это живой материал. И для двери это очень критично. Поэтому для нашей задачи я решил использовать термодревесину. Что это такое? Такое дерево подвергается нагреву до температуры в 150-240 градусов в среде водяного пара без доступа кислорода. В результате термомодификации древесины приводит к изменению ее структуры, отчего дерево становится несъедобным для вредителей и не поглощает влагу, о чем и говорит влагомер. Как следствие, изделия не деформируются, не разбухают, не усыхают, а также не коробятся при любых внешних воздействиях, что в нашем случае идеально подходит для изготовления двери. В общем, на складе я выбрал пару подходящих слэбов, и следующим этапом калибруем их, для того, чтобы посмотреть на рисунок и определиться окончательно. Как-никак, дверь я делаю для себя, и каждый день она будет перед глазами в мастерской. Калибровку я уже давно делаю вот такой фрезой от CMT со сменными ножами. Действительно крутая штука, смело рекомендую. Для меня это уже просто незаменимая вещь. Спустя несколько часов калибровки я сравнил пару вариантов и в итоге остановился вот на этом слэбе. Перед тем, как резать заготовку в размер двери, мы решили сделать коробку, чтобы иметь точные цифры и наверняка не ошибиться. Для этого нам понадобилось около 7 валерок часов, и сейчас об этом поподробнее. В первую очередь размечаем профиль и нарезаем его в размер при помощи ленточки. В итоге нам надо получить коробку максимально жесткой конструкции, шириной профиля в 10 см. Такой ширины мы добились, сложив два профиля 5+5. У многих наверняка появится вопрос, для чего такая крепкая конструкция? Дело в том, что дверь будет установлена в санузле, а он отделен условно-декоративной стеной из узеньких перегородочных блоков. И крепить к такой стене дверь весом под 100 кг я очень не хотел. Поэтому всю нагрузку мы решили распределить на коробку, а ее в свою очередь надежно прикрепить к полу и потолку. Но обо всем по порядку. Сверху двери решили сделать небольшую вентиляционную решетку. Для нее мы и привариваем эту перегородку. Когда первая рамка сварена, осталось сделать точно такую же, приварить их между собой и получить заветную надежную коробку шириной в 10 см. Последним этапом зачищаем швы и сверлим отверстия для монтажа. Перед покраской хорошенько зачищаем всю конструкцию, обезжириваем ее и, наконец, красим. Покраска не самая обычная. Мы решили сделать так называемую молотковую покраску. Чаще всего так выглядят входные металлические двери. Итак, у нас есть слэб и дверная коробка. Кладем одно на другое и имеем точный размер. Конечно, можно было бы заранее вычислить размер, сложив 5+5. Но я хотел выбрать конкретное место на дереве, для того, чтобы рисунок в итоге смотрелся максимально эффектно, поскольку дальше нас ждет непростая заливка. И это очень важно в данном изделии. Наверное, каждый уже слышал про стол-реку, да и вообще про имитацию реки при заливке эпоксидкой. Но мы решили пойти немного дальше. Для этого мы берем оригинальную карту реки Амазонка и перегоняем ее в вектор. Немного
Немного корректируем, отталкиваясь от нашей заготовки, и в итоге край слэба будет выглядеть как основное русло реки, а от него будут уходить притоки. Этим мы и озадачили ЧПУ станок. Дверь я делаю для себя, и каждый день она будет перед глазами в мастерской. Это ясень, термоясень, с фантастически красивой текстурой. Немного позже вы убедитесь в этом. Также после термосушки дерево становится более темным, в зависимости от породы даже шоколадным. Если вдруг вы из Гродно и вам понадобится высушить свое дерево в термичке, я оставлю контакты. В этом месте я обычно и заказываю сушку, и могу смело его рекомендовать. Спустя несколько часов мы имеем копию амазонки, но уже на нашей заготовке. Тут же, пока заготовка лежит на ЧПУ, вырезаем ее в размер будущей двери, после чего осталось убрать перегородки и можно приступать к заливке. В первую очередь готовим опалубку. На ламинированную фанеру наносим разделительный состав, растираем его и кладем дверь-реку. Борты делаем из обрезков фанеры и двух длинных досок, в общем из того, что есть под рукой. После чего наносим герметик по всему периметру и пальцуем по кругу. Для того, чтобы сделать дверь поэффектнее, мы решили подсветить все русла реки. Хотя, наверное, правильно будет сказать все притоки. Делается это при помощи светодиодной ленты. У многих, наверное, возникнет вопрос, как заменить ленту, которая будет залита в смолу. К сожалению, никак. Но, исходя из опыта, лента, залитая в смоле, служит годами. А гарантию я выписываю сам себе на свое же имя. А у этого человека точно не будет претензий ко мне. Так что все окей. А если серьезно, стол Космос, который я делал больше 2 лет назад, стоит на ресепшене у моих друзей. И залитая смолой лента не перегорела. Перед тем, как заливать ленту смолой, проверяем все соединения, вроде все ок, а это значит, что можно заливать первый грунтовочный слой. Но предварительно делаем небольшую перегородку у основания, для того, чтобы в дальнейшем незаметно запитать ленту. Для грунтовочного слоя будем использовать состав под названием Art Eco от Экованны. Он отлично себя зарекомендовал и высыхает менее чем за 24 часа, что отлично нам подходит. После того, как смола высохла, прихватываем ленту на термоклей в тех местах, где она отошла. Там, где не отошла, прихватывать не надо. Для основной заливки будем использовать арт-массив. Это проверенный состав, его можно смело заливать огромными объемами, и с ним ничего не случится. Отдельно хочу отметить очень удобную фасовку. Все рассчитано так, чтобы вы вылили содержимое одного ведра в другое. В итоге компонент B добавлен в компонент А, точно по пропорции. И еще остается немного места, для того, чтобы все аккуратно перемешать. Чем мы и занялись, немного добавляя синий краситель. Конечно, полностью прозрачный состав нас не устраивает, поскольку будет видна светодиодная лента. Поэтому делаем небольшой забор смолы и добавляем в нее матирующую добавку. Такую добавку можно купить в местах, где колорируют краски для авто. Изначально она предназначена для того, чтобы делать лак матовым, но для смолы тоже подходит отлично. И уже разбавленную смолу добавляем в основной объем через сито, для того, чтобы избежать попадания неразмешанных комков. Хотя, учитывая, что состав непрозрачный, думаю, это не принципиально. Затем переливаем смолу во второе ведро. Еще раз перемешиваем, после чего можно заливать смолу в опалубку. И льем как из ведра.
Пока смола сохнет, мы занимаемся решеткой, которая будет крепиться сверху двери. К сожалению, материала, из которого делалась дверь, не хватило на решетку, поэтому я взял обрезок аналогичного материала и решил его немного шлифануть, для того чтобы убедиться, что цвет дерева аналогичный. А тут очередная посылка. По названию на упаковке alltime.ru я сразу понял, что это долгожданные часики. Если вдруг кто-то не в курсе, Alltime — это огромная розничная сеть и самый крупный онлайн-магазин часов и ювелирных украшений. Там представлено более 300 уважаемых брендов. К слову, это более 50 тысяч часов и украшений. Именно поэтому у меня даже не стоял вопрос, где же заказать себе часы. В Alltime многие бренды представлены эксклюзивно, то есть купить вы их сможете только тут. А купить и примерить их очень просто. Благодаря быстрой доставки с возможностью примерки по всей России. Ну и конечно же, после покупки про вас не забудут, поскольку сервисное обслуживание здесь на высшем уровне. Это действительно крутой и проверенный магазин, который я смело рекомендую. Alltime — это всегда про эстетику, качество, надежность и конечно же функциональность. Ссылку оставлю в описании, а мы продолжаем. В итоге цвет дерева меня полностью устроил. И при помощи ЧПУ делаем вот такую решетку. К тому времени смола высохла и можно разбирать опалубку. Следующим этапом калибруем дверь, тем самым убираем все лишнее и вводим толщину полотна в нужный размер. Выбирая файл для фрезеровки реки, я обратил внимание, что у истоков Амазонки есть свои названия. Мы долго спорили насчет того, стоит ли гравировать на двери. Я всех внимательно выслушал и сделал по-своему. Перед сборкой покрываем дверь матовым лаком. И наконец все готово. Пару часов монтажа и можно оценить результат. Жду ваше мнение в комментариях. А также не забывайте ставить лайк и делиться этим роликом. Это очень важно. Ведь только благодаря вашей поддержке у нас есть возможность заморачиваться над такими проектами и снимать про это видео. Спасибо и добра, топора.